Просторы Вселенной не прекращают удивлять земных наблюдателей разнообразием загадочных объектов, но, пожалуй, одним из самых интересных открытий прошлого столетия стали квазары. Сегодня астрономы всего мира пытаются изучить квазары, их происхождение и принцип действия. Многочисленные исследования доказывают, что квазар – это огромный бесконечно движущийся котел из смертоносного газа, а в его сердце находится мощнейший источник энергии. Это огромная черная дыра. Квазар весит столько же, сколько весят миллиарды солнц. Он поглощает все, что попадается на его пути. На сегодняшний день квазар – это самое худшее, что только может быть во Вселенной. Но квазары находятся достаточно далеко от нас. Они являются самыми отдаленными объектами во Вселенной. Кроме того, они имеют самое большое инфракрасное излучение, а по спектральному анализу астрономы имеют возможность определять скорость движения различных объектов, расстояние между ними и до них от Земли. Если излучение квазара краснеет, значит он движется по направлению от Земли. Все виды квазаров движутся на очень высоких скоростях, которые в свою очередь бесконечно меняются. Такая скорость движения может доходить до отметки 240 тысяч километров в секунду, а это почти 80% от скорости света. Поскольку они самые отдаленные от нас объекты, то сегодня мы наблюдаем их движение, происходившее миллиарды лет назад, ведь свет только успел добраться до нашей Земли. Космос позволяет нам увидеть их такими, какими они только появились около 10 миллиардов лет назад. Однако сегодня мы можем предположить, что многие из них уже давным-давно прекратили свое существование. Но на самом деле квазары изучены недостаточно, но по предварительным данным, квазар – это огромная черная дыра. Согласно общепринятой гипотезе, квазар – это скорее не объект, а событие, которое возникает вокруг черной дыры в определенных условиях. Если в гравитационное поле черной дыры одновременно попадает большое количество материи, то вся эта материя устремляется в черную дыру, закручиваясь по спирали и развивая скорость, близкую к скорости света. Соответственно, образуется огромное количество энергии, причем эта энергия образуется еще до горизонта событий черной дыры, то есть она может излучаться в нашу Вселенную. Затем, из-за вращения этой материи возникает мощное электромагнитное поле, которое формирует направление, по которому накопившаяся энергия и будет дальше излучаться. Когда плотность энергии вещества достигает критического порога, происходит колоссальный взрыв мощного излучения, причем потоки энергии направляются через полюса электромагнитного поля. Однако существует и другое мнение. Квазар, по мнению некоторых ученых, это молодая галактика на стадии формирования. Но на самом деле эволюция галактик очень мало изучена. Возможно, квазары – это раннее состояние образования галактик. Кроме того, можно предположить, что выброс их энергии происходит из самых молодых ядер активных новых галактик. Другие астрономы и вовсе считают квазар обычными точками пространства, в которых новая материя Вселенной только берет свое начало. Именно их гипотеза доказывает полную противоположность черной дыре, но человечеству понадобится еще немало времени, чтобы изучить стигматы квазаров. Поэтому незамедлительно подписывайся на наш паблик ВКонтакте, ведь там мы публикуем каждый час интересные посты о космосе. Ссылка будет в описании. Один из ближайших к нам квазаров имеет красное смещение и блеск, соответствующий расстоянию примерно в 3 миллиарда световых лет, а самые отдаленные небесные объекты в сотни раз превосходят свечение обычных галактик, и их легко зарегистрировать при помощи современных радиотелескопов на расстоянии 12 миллиардов световых лет. Но недавно был зарегистрирован новый квазар на расстоянии 13,5 миллиардов световых лет от Земли, поэтому очень сложно посчитать, сколько квазаров обнаружено на сегодняшний день. Такое стечение обстоятельств происходит как из-за постоянных открытий новых объектов, так и из-за отсутствия четкой границы между активными галактиками и квазарами. Но изначально термин «квазар» обозначал некий класс объектов, которые в видимом диапазоне уж очень похожи на звезды. Но они имеют существенный ряд отличий, например, сильнейшее радиоизлучение и малые угловые размеры.
Сегодня стигматы квазаров определяют по красному перемещению спектра. Если в космосе обнаружено тело, имеющее подобное смещение и выделяющее очень мощный поток энергии, то у него есть все шансы носить название квазар. Но что на самом деле из себя представляет квазар, писать только вам в комментариях. Ну и в конце, как обычно, если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.